Друзья, всем привет! Время 4 часа. Я закончил свою рыбалку. Сегодня ловил на безлимите под названием Дурыкино. Смотрите. Водоем находится в 30 километров от МКАД по Ленинградскому шоссе. Вполне приемлемое расстояние, особенно для тех, кто живет на севере Москвы. Из плюсов, которые я сразу подчеркнул по приезду, стоянка прямо у воды, очень удобно, особенно если у вас много вещей. Берега обсыпаны щебенкой, но при таком низком уровне воды, который сейчас был, необходимо наступать в глину под берегом при уваживании рыбы. И лучше бы я надел сапоги, а не ботинки. Сектора не размечены. Погнали ловить! Здрасте. Я за форели. Сколько стоит? 3000. Фамилию скажи. Назаркин. Что-то мне тут написали, что вас так пустить без Ну если так, то хорошо. Хорошо, спасибо. Итак, друзья, кто спрашивал про чехол, вот так он выглядит. Это плановский оружейный чехол. Вот здесь модель написана. Они разного размера бывают. Вот, здесь у меня в данный момент 6 палок с катушками. Никогда не разбираю, потому что у нас соревнования, как бы 6 палок я использую. То есть сами подумайте, сколько времени займет каждый раз. Надо за час приезжать раньше, чтобы разбирать. Поэтому вот я уже второй год пользуюсь. Все меня устраивает. Я даже карабины оставляю. То есть все, палку собрал, можно ловить. Так что кто спрашивал, вот. Здорово. Ну что, водный дать тебе? Давай. Смотри, короче, тут какая ситуация. Вот есть здесь собой, да? Вот по правую руку, смотри, прям от центра садка, они прихерачили этим экскаватором. Где-то 3-3,5 вот так вот. И от садка идет наверх мель, вот мель. Последнее время она вот на мели больше, и вот под садками прячется. Потом, когда она в пассив уходит, он нижний мужик стоит. Она вот прям ровно на бровку становится. Получается, вот где мужик стоит, и по садке вот так бровка идет. Ну она прям прямой, да, идет. Как они экскаватором шли. Вот. Ну ты поймал уже все? Слушай, мне что-то вообще вторая рыбалка подряд, как не могу собраться. Ну вот были какие-то контакты? 3 поймал, одну поймал. Контакты были какие-то? Да, были. Ну, тут знаешь какая история? Тут она хорошо берет с утра именно. Именно вот до рассвета она жрет нормально. И вот после запуска, ну тут уже надо смотреть, как она сегодня будет себя вести. Бывает такой целый день поклевки, а бывает, знаешь, там на обед уходит. У них проблема, то что, видишь, они садки не отгораживают, она туда сбивается. Ну это, наверное, когда солнце она туда. Да, сейчас солнце она туда прячется. Вроде сегодня должно получше. Вот. Ну, не знаю, сейчас вроде как она, там 1,5 метра получается где-то, да? Там у тебя где-то встал 3. 3, да, я понял. Я в прошлый раз там ловил, мне не где-то встал, там не особо. Вот она все квартирует здесь, вот в этой части. Ну как сегодня она будет? Ну ладно. Я там вещи оставил, так ты пройдусь, думаю. Сейчас подойду. Да. Попал я. Пока ты мне зубы заговаривал. Всем привет. Он пока, да, это тактика моя. Ну вот. Одна взяла. Причем мы с тобой стояли, да? Ну. Я даже не заметил, как она это делала. Не, ну как ты же сказал, вот поклевка и дал немножко заживать. О, да, да. Ну вот, небольшой. Да. Ну все, поздравляю, открылся до запуска. Спасибо. Ладно, Небольшая, давай. но приятная. Ну вот такая свеженькая. Ну да, небольшая. На мохнатку, да? Да, на 6-й голове. Все, ладно, сейчас срисуем. Флетворм на 0,6 башке. Ну 0,6 башка тоже. Да нет, ты не перехлестнул. Не,
еще дальше. Ну да, вот чувствуется, туда забрасываешь, там долго тонет. Потом уже... Да, где-то 3.30 должно быть. О. Давай, зажевывай, зажевывай, зажевывай. Оп. Есть. Долго тоже зажевывал. Опа. И свалилась в пацаке. Спортивненькая навеска. Со дна. На Flatworm 0,6 башка. До этого кидал легкий. Поверху не было поклевок. Сейчас со дна. Вот теперь проблема, куда садок запихнуть. Ах, в принципе, наверное, хватит. Ну вот здесь какая-то палка торчит. Спасибо, тоже открылся. Что-то она плохо себя чувствует. Хотя вроде она в подсаке соскочила сразу. Не пострадала. Тут мне советуют эту Ямагу заказывать. Ну, я не сталкивался с Я, Ямагами. конечно, не профессионал. Мне вот так чисто вас пооблавливать. Чисто ради спортивного интереса. Но вообще, на самом деле, когда вот сейчас начал, я отловлюсь вот третий год, Ага. и вот реально понимаю, что от палки там пипец как зависит. Ну, да. Ну, так и бывает, когда сначала палку в руку берешь, сначала не понимаешь, а потом же со временем начинаешь Да, понимать. Да, и вот у меня, я вот сейчас старый палку. Есть. Клюет. Оп, есть. Да у тебя тут котел. Хорошее место. Ну вот видишь, опять с выброса прям. Я сейчас забровку далеко забросил. Побольше, да? Ну, такая. Давай, иди сюда. Тоже за краешек. Ну, на червя, да, на того же, который, на первого. Сейчас. А? Я говорю, первую поймал на этого же. И... шартрез, да. Так, время 9 часов. Сейчас запуск. Дали 15 минут снасти из воды. Вот ребята, с которыми я ловил, сместились туда к садкам поближе. Я, наверное, начну здесь, вот где 2 штуки поймал до запуска. На блесна, наверное, начну. Потом уже будем смотреть по ситуации. Может быть, смещусь. Ну вот, старт дали. Все, начинаю ловить. Есть поклевка. Да, жрет или нет?
Идет, идет, идет. Черная какая. Ну, по ощущениям, она даже клюнула и на меня пошла, поэтому я ей отдавал, как бы, но не чувствовал. Да, глубоко заглотила. Так, сейчас на камеру покажу. Как черненькая. Ну, жует, жует. Давай, дожевывай. Да, поспешил. То же самое. Но у меня сейчас была пока то же самое. Но я и давал прям заживать. Раз, два, три, прям дернул уже и мимо. Раз сколько? Нападение взяла. Ап, отвалилась. Да. Ну да. Ну, лоток мейха, а штатив это этот, ну, самодельный, короче, из монопод это. А, на почту просверлить? Что с просверль? Ну, это... Нет, нет, приклеено. Это для GoPro. Платформа для GoPro просто приклеена. Прикольно. Что, поклевка была? Оп. Опять нападение. И побольше, что ли. Угу. Оп, есть. Нормально. Сожрала. Свеженасаженный Big Junior. Так, ну тот Big Junior пришел в негодность. Я когда вынимал из пасти, порвал. Сейчас попробуем вот такой цвет. Синий с салатовым.
Есть контакт, она ее жует, но не решается. Поспешил опять, долго жевал. Сейчас дам заживать побольше. Есть. Следующая же проводка после того, как она жевала, я выдернул. Есть. Big Junior 5. Глубоко в шахте. Вот на этот раз 106 цвет. Желтый. Так, ну если клюет на Big Junior, будем ловить на него. Белый снова попробуем. Поклевка. Есть. Ха-ха, Саша. Ну что, как успехи? Ну, штук 5 поймал. Штук 5? Слава богу. Ну, нормально, поклевки есть. Как. Слушай, вчера было больше, сейчас получше было. Но, Поменялось. может, на запуске так. Ну, она, видишь, зато клюет, как бы, продолжает клевать. Не то, что там поклевало чуть-чуть здесь. Ну, у нас такое, да, она вот в прошлом году, например, на запуске чисто долбила. Запустил, час Эльдорадо, потом все, Да. ходи, ищи. Вот, а сейчас она расходится хорошо. Ну, это лучше, да. В течение всего дня ловится. По воде ты приехал, сейчас минимальный уровень. Насос завтра приедет, то есть у нас вода по бортику. Вот, у нас просто не проточка, и мы воду из большого пруда сюда качаем насосом. Но сейчас вообще неудобно. Не подсак, ну, Да, не садок прикрепить. Сейчас неудобно, да, но завтра вода будет под бортиком. То есть мы в ночь качаем обычно, он за ночь поднимается. Полный уровень. Сейчас самый минимальный уровень воды. Удобно, далековато, да, из Польска можно пускать у нас. Ничего мы не можем с ней делать, не хватает здесь ей. И она за день она уходит? Не за день, за месяц. А, за В месяц? прошлый раз мы качали 15 сентября. Угу. Вот она за месяц примерно убежала. А качаем за день. Насос здоровый, дизельный приезжает. Вот. Рыбалка кончается в 7 вечера, и мы в 7 вечера заводим оттуда шланги с большого пруда и сюда накачиваем. Прям под самый бортик. Угу. По-другому ничего у нас не получается, к сожалению. Нет тут у нас протоки. Ну, а здесь, получается, это форелевый, там маленький. Щучий, да, и вот главный в нем там все на свете, кроме форели. Ну и что, там есть народ или только на форелевый сейчас есть? Ну, в основном сейчас только на форель, да. Ну, вот по карте приезжали в выходные. 7 килограмм поймали неожиданно. Вроде как бы холодно уже. Вот, ну, навалялись все равно. И там летом в основном народ. Вот, ну и так вот сейчас мы если щуки завезем пару тонн туда в главный пруд. У нас лодки там. Вот с лодок там щук гоняют. Окуня много крупного, щуки много крупные местные. Карпфишники к нам приезжают. Вот, потому что у нас карп такой до 30 килограмм там плавает. Вот она, вялая поклевка. Давай зажевывай. Есть. Очень вялые поклевки.
Карлица с маленьким хвостом. Карась. Как на арене. Big Junior синего цвета. Есть. Блесна сработала. Руни 2.2 в таком темном цвете. Оп. Свалилась в садок. Подсак. Так. Вот такая рунька. Жует. Следующий заброс после того, как выдернул изо рта у нее. Да, и свалилась. Big Junior белый, 0,6 башка. Сегодня у меня лидирует эта приманка. Так, ну что, у нас рубрика туалет. Смотри, из такого Шрек выходил. Смотрел Шрек? Да, Вот он из такого выходил. У нас рубрика туалет только строится. Вот, да, мы доделаем туалет здесь. Вот, соответственно, он будет с двумя кабинками, он будет с теплой водой, он будет с умывальником, можно будет руки помыть, будет 2 кабинки полноценных. Вот, я думаю, что мы его закончим, ну, недельки через 2, то есть он в конце октября уже будет у нас функционировать полностью. Ну, класс, вот, так класс. что туалет будет матерый, нормально. Нормально, к зиме успеет. Да, к зиме успеем. Пока Шрек вот выходит. Пока Шрек. Так, еще обещал рассказать. Смотрите, что у меня нового. Это вот такая защелка. Для тех, у кого тюнинг, тому будет актуально. Она защелкивается. Соответственно, просто вот кто знает, у кого вот открыт тюнинг есть и открыта верхняя крышка, и ветром ее может перевернуть. Вот. Это защелка такая, где достаточно одной удержит, никогда не перевернется. Это во-первых. А во-вторых, вот это лоток меха. Кто-то заметил в предыдущем видео и спросил, что это такое. Вот. Это лоток меха, и он на моноподе телескопическом. Я его использую под камеру, но сюда удобно бросать резинки, блесны, которые вы ловите на лоток. А я его использую вот еще и под камеру. Аккумулятор подключаю к камеру, я фиксирую. Вот. Ну, вы видели, как это выглядит. И, соответственно, фиксируется оно выше, ниже. Самодельная приблуда. Алексей у нас есть такой мастер по мехам. Вот он мне сделал. Пакетов нет? Есть, конечно. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 штук. Внимание. И один, 6,5. 6,5 в 7 штук.
Да, я пойму. Так, друзья, вы смотрели программу On the Spin, ставьте лайки, подписывайтесь, пишите в комментарии, еще рекомендуйте водоемы. Вот Дрыкино много раз мне рекомендовали, вот я здесь побывал. Давайте, увидимся скоро.